Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, а также гармоничного прохождения сожженного пути полнолуния, которое будет длиться до 12 сентября 2022 года. Ну а мы сегодня с вами рассмотрим агрогороскоп, и не только агрогороскоп, но и важные дела, которые можно запланировать и провести в период с 11 по 15 сентября 2022 года. А начнем мы с агрогороскопа, как обычно. У нас время киевское. И в первую очередь рассмотрим 2 дня, это воскресенье и понедельник, когда Луна будет находиться в знаке Овен. И это практически 11-го полностью все сутки сожженный путь полнолуния, а 12 сентября до 13 часов будут работать вот эти энергии сожженного пути полнолуния. В любом случае и 11 и 12 не работаем с посевами, никаких посевов. И ни в коем случае не трогаем рассаду. Не высаживаем, не пересаживаем, не делаем перевалку. Рассада тоже, этот вопрос закрыт на эти дни. Для цветов и комнатных цветов, комнатных растений актуальна защита от вредителей и от болезней. Многие позаносили уже в помещение после того, когда они жили в саду, наши растения. И там, конечно же, засели вредители. Пожалуйста, профилактика, профилактика, профилактика. Вот это очень важно для этого момента, для цветов, которые живут на улице под открытым небом, и для комнатных растений. Поливы в это время бесполезны. Это время стихии огня. Ну и подкормки тоже в это время не проводим. Для сада очень актуально в это время, еще 2 дня, в сожженный путь полнолуния. Снова же не обрезаем, не проводим зеленые операции. Защита от вредителей и болезней – это актуально, а также сбор урожая. Сбор урожая и переработка, конечно же, зеленой операции нет. Уже вот скоро начнутся. Собираем урожай, закладываем на хранение, перерабатываем, делаем различные заготовки, делаем настойки лекарственные и фруктовые, все, что вы хотите сделать, и вино в это время очень хорошо делать, делаем это, собираем лекарственные травы, и в это время еще рыбалка не будет удачной, по мнению нашего друга рыбака, который любит это дело, говорит, что в это время ничего не ловится. Ну а для комнатных овощей очень актуальна защита от вредителей и от болезней. И по квашению капусты добавляем снова же по вашему предложению эту рубрику возвращаем. Квашение капусты 11 и 12 не проводим. У нас есть далее 3 дня, 13, 14, 15, 2 дня переходные. Давайте мы их рассмотрим сначала вот этот день. Вторник, когда переход будет из энергии стихии огня в энергии стихии земли. Ну а далее мы рассмотрим еще 2 дня, потому что здесь тоже очень важно знать, когда и что делать. Ну вот смотрите, мы сразу же 13-го с какого периода можно это делать, все работы. И 14-го вот это будут круглые сутки, 24 часа. Это будет легче запомнить и ориентироваться. Итак, 13-го Луна перейдет из знака Овен в Телец в 14:40. Но энергии уже полностью становятся вот именно для того, чтобы можно было сеять с 16 часов, самый лучший период. Можно сеять семена сидератов, листовых салатов. И, кстати, здесь очень хорошо, мы же столько раз после сожженного пути полнолуния высаживаем лук и чеснок. Озимый лук и озимый чеснок. Так что для северных регионов можно использовать этот период для посадки вот этих важных овощных культур. Ну, естественно, 14 все это, все 24 часа. Любая рассада, любые виды деятельности с рассадой, пожалуйста, здесь у нас с 16 часов, а здесь круглосуточно.
16 часов для работы с цветами. Можно после 16 проводить посадку, пересадку, перевалку. Вашу рассаду, которая уже, эти череночки, которые укоренились, вот эту рассаду можно пересадить. Очень хорошо поливы, подкормки. Все это после 16 часов будет очень эффективно. Ну и после 16 часов можно нарезать череночки цветочных растений, комнатных растений и ставить на укоренение. А у 14 круглосуточно. В данном случае 13 поливы с 15 часов начинаются эффективными, а подкормочки вечером. 14 круглосуточно можно это делать. В саду вот начинается период с 16 часов, вы можете нарезать черенки и ставить на укоренение, а также поливать, подкармливать вечером. И зеленые операции. Наконец-то начинается период зеленых операций. Здесь то же самое, вот эти виды работ 14-го. Зеленые операции – прекрасное время, собирать урожай тоже отлично. Заготовки различные собранного урожая тоже хорошо, не просто хорошо, отлично. Настойки прекрасные получаются, лекарственные травы, особенно в тельце, хорошо собирать именно корни. Это дни корня и убывающая луна, наиболее эффект именно у лекарственных растений, именно корни, там, где вы собираете корни. Рыбалка уже вечером хороша, будет с вечера начинаться во вторник и прекрасно будет весь день проходить 14-го. Вот видите, рыбалка уже начинается. Для комнатных овощей поливы, подкормки, посадка рассады – это для тех, кто собирается высаживать рассаду и выращивает на балконе, в лоджии, в комнате, на кухне. Есть такие у нас тоже, кто выращивает комнатные овощи. У них уже рассада готова. Но вот можете высадить здесь после 16 часов 13, а 14 все 24 часа. И вот квашение капусты начинаем с 16 часов 13 сентября. И 14 сентября все 24 часа. Ну а теперь вот тот день, который я вам говорила, тоже здесь очень важные моменты, нужно их использовать. Почему здесь нужно использовать, вы скажете, если переход Луны из знака Телец в знак Близнецы будет в 23:16? Да потому что Луна без курса с 16 часов 01 минуты до 23 часов 17 минут. Поэтому мы вот до этого момента, желательно до 15:30, самое позднее, это 16 часов, можно еще посеять семена сидератов, посеять семена салатов, а также посадить лук и чеснок. Постарайтесь это сделать до обеда. И это будет все у вас хорошо получится. Тоже рассада. С рассадой работайте до 16 часов. Луна без курса для посадки рассады не подходит. Для цветов, для комнатных растений до 16 часов постарайтесь провести все посадки, пересадки, перевалки. Черенки нарежьте и укореняйте. Постарайтесь это сделать даже чуть-чуть раньше, чем 16 часов, до 15-15:30. Поливы. Несмотря на то, что Луна без курса, но поливы не влияют на вот это время. Поэтому мы отнимаем от 23, отнимем минимум 3 часа. Поэтому поливы можно проводить до 20 часов. Подкормки тоже до 20 часов вечера. Ну, сколько видно. Световой день завершается, и сделайте эти работы. В саду можно до 15:30 черенки и укоренение провести. А зеленые операции, обрезки проводите сколько вам надо. Собирайте урожай. Следующий знак очень хороший, но работает здесь знак Телец. Собирайте урожай, заготовки делайте, настойки, лекарственные травы собирайте. Имеется в виду здесь корни растений очень хорошо. Для рыбалки хорошее время будет утро. Вот это важная подсказка. У близнецах там энергии уже к вечеру будут близнецовские. В близнецах рыба плохо ловится. Для комнатных овощей до 16 часов все посадки завершите. Посадки рассады, пересадку, перевалку. Ну и, естественно, вот эти поливы, подкормки тоже до 20 часов. Квашение капусты до 20 часов вечера, не позже. Дайте возможность капусте начать вот этот процесс квашения. Продолжаем наш выпуск. А сейчас рассмотрим
какие важные дела мы должны уделить и запланировать в доме, со своим телом, со своим здоровьем. Но в первую очередь мы поговорим об энергии. И эти энергии будут очень сложными. У нас еще продолжается сожженный путь полнолуния. Энергии полнолуния очень сильно воздействуют на наше тело, поэтому берегите себя. Уже ощущаете это прекрасно на себе сегодня, в день самого пика полнолуния. Это будет продолжаться и 11 и 12. В этот период как раз и ретроградный уже Меркурий, это нужно будет для того, чтобы определиться с началом дел, и оппозиция Солнца и Нептуна. Вот эти все дни, все это будет наблюдаться. Ну а 15 добавится, будет Луна в соединении с Ураном, а также Солнце будет в тригоне с Ураном и с Плутоном. И появляется у нас на небе бисекстиль Луна, Уран, Плутон. Вот эти все энергии очень сложные, и в это время не начинаем дело в первую очередь из-за того, что здесь сожженный путь полнолуния, энергии его работают 2 дня еще, ну и здесь уже ретроградный Меркурий. А ретроградный Меркурий – это всегда бесполезное начало. Будете потом переделывать, не будет ничего получаться, только настроение потратите, финансы и здоровье. Покупки тоже в это время никаких крупных покупок не делаем, только то, что нужно текущее делаем покупочки. Это что касается энергии и наших дел и покупок. Идем дальше. Обычные наши рубрики «Печка». Очень хорошо начинать первое протапливание печки в воскресенье, понедельник. Но и напоминаю, там, где засуха, возможны пожары. И не только там, где засуха, но и, может быть, и в доме, если где-то с газом, электричеством не в порядке что-то. Будьте внимательны, вот эти 2 дня особенно возможны вот эти загорания. Далее у нас идет стрижка волос, стрижка ногтей, покраска волос. Вот эти работы с нашими волосами, с ногтями, пожалуйста, отмените это, и сожженный путь полнолуния и знак Овен не проводим. Зато мыть волосы можно. Уход за кожей бесполезный, клеточки не принимают. А вот уже вечером, 11 можно начинать вот этот курс на убывающей луне для очистки кожи. Вот это очень хороший период вечером, в любое время, которое вам удобно. Для рукоделия в эти дни 11 и 12 не подходит время. Для приготовления теста помните, что нужно добавлять чуть-чуть больше жидкости или уменьшать количество муки, чем в рецепте написано. Это очень быстро засыхает тесто, просто буквально под руками. Стирка в это время только если острая необходимость, качество будет плохое. Уборка тоже, к сожалению. Мне задали вопрос, почему я не говорю о том, что можно в другие дни проводить уборку, кроме знаков стихии воды и земли. Ну, потому что в эти дни стихия воздуха, стихия земли очень быстро сохнет тот раствор или вода, с которой вы будете пользоваться. Если что-то быстро такое надо, вот разлили, что-то нужно сразу убрать, убирайте. Но вот капитальная, вот такая, как генеральная уборка в это время будет некачественная. Стирка тоже некачественная. Для ремонта очень хорошее время зато. Прекрасно сохнет, прекрасно получается качество. И проветривать вещи очень хорошо. Идем дальше. Снова же переходные дни, и мы должны обратить внимание на эти дни, на эти энергии. Но давайте будем рассматривать 13-го. В Тельце уже энергии будут. Можно будет заняться стрижкой волос. И можно будет ее проводить и 14-го, но 15-го до 15 часов 30 минут. Стричь ногти с 15 часов 13-го, 24 часа 14-го и 15 до 15 часов 30 минут. Покраска волос с 15 часов начинается 13-го, и можно 14 и 15 весь день красить волосы. Мыть волосы очень хорошо все время. Уход за кожей, вот в вечернее время 13-го в Тельце очень хорошо делать вот эти питательные маски на ночь. Ну а 14-го можно все время делать, да, еще вечером можно успеть и 15-го.
Очистка кожи у нас продолжается, убывающая луна. Рукоделие. В Тельце очень хорошие творческие дела получаются. Красиво все. Поэтому с 15 часов 13 начинайте, и практически все эти дни можно творить, созидать, вышивать, вязать и остальные творческие дела делать. Не только с вязанием это связано, но и мужчины очень хорошо у них получается домашние свои какие-то дела, какие-то творческие новые ноу-хау, лайфхаки. Вот это можно тоже это время использовать для этого. Для теста это нормальное время. Стирку очень хорошо, вот стирка в Тельце прекрасно получается с 15 часов 13, ну и все дни 14-15 можно использовать. Уборка тоже очень хорошо получится вот эти дни. Для ремонта, пожалуйста, не используйте эти дни, качество будет отвратительное. Ну а проветривать вещи в дни, когда работает энергия Земли, лучше этого не делать. И влага, и ароматы неприятные, особенно сейчас и кто-то какие-то костры жжет. И вот это белье напитывается вот этими неприятными запахами. А теперь переходим к рубрике нашего здоровья. На что нужно обратить внимание в эти дни? В первую очередь 11, 12 и 13 здесь будут работать энергии стихии огня. А в Овне уязвимы всегда вся голова. Это и кости черепа, и головной мозг, и сосуды головного мозга, центральная нервная система, глазные яблоки, зрительный нерв, слуховой нерв, органы слуха, органы обоняния и зубы. Для тех, кто собирается заниматься важными делами со своими зубами, хочу сразу же предупредить, не вырывать зубы и вообще посещение стоматолога в эти ближайшие дни с 11 по 15 нужно отложить. Это опасно и для ваших зубов, и для вашей головы, и для здоровья. Ну и протезирование тоже в это время не рекомендуется. И самое главное, в эти дни 11, 12 и 13 нельзя проводить операции на голове. Любые операции. Особенно уязвимы глаза и зубы, головной мозг, носоглотка. Все практически органы головы. Поэтому никакие операции на голове, снова же еще раз повторяю, не проводим. Нежелательно, а в это время вообще сожженный путь полнолуния, очень сложное время. И в это время Овна нельзя проводить практически любые операции, и особенно операции на глазах. В это время также обостряются радикулиты, обостряются ревматические боли, грыжи позвоночника вдруг начинают беспокоить, артрозы, остеохондрозы. Ну а сожженный путь полнолуния могут давать о себе знать разные органы, но особенно будьте внимательны к своей голове. А теперь рассмотрим еще 2 дня нашего гороскопа для нашего здоровья. 14 и 15 сентября 2022 года. Это уже чистая энергия Тельца. А в это время уязвимы горло, шея, глотка, миндалины, бронхи, щитовидная железа, паращитовидная железа, эндокринная система, язык, нижняя челюсть. В это время, во время Луны в Тельце, нельзя проводить операции на горле, на зеве, на гортани, на щитовидной железе, на пищеводе. Нельзя удалять гланды. Ну и напоминаю, тоже стоматология в это время, лучше ее пропустить в эти дни. Могут в эти дни возникнуть проблемы с сосудами. Это может быть атеросклероз, тромбофлебит, а также обостряется ишемическая болезнь сердца. Особенно уязвима в это время область шеи. Вот и завершен наш сегодняшний выпуск. Мы желаем вам здравия, здравия вам и вашим родным, а также тепла и уюта в ваших домах и мира в ваших домах, а также добра и благополучия. Этот выпуск, как всегда, подготовили
Раиса Горяченко и Александр Волик. Мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего выпуска на нашем канале. Пока-пока!